Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом видео я хочу рассказать 300 невероятных фактов для сна. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Известная балерина Матильда Кшесинская любила играть в рулетку. Она часто ставила на число 17, за что ее прозвали «Мадам 17». После революции 1917 года ее ставку на число 17 нередко называли роковой. 2. Снег очень плохо подходит для утоления жажды, поскольку организм тратит слишком много энергии на преобразование твердой субстанции в жидкость. Кроме того, снег охлаждает тело, делая его более уязвимым для обморожения. 3. Древние германские племена так боялись животного Аркта, что никогда не произносили его название вслух и придумали альтернативное именование – медведь-беар. Это слово считается одним из самых древних известных эвфемизмов. 4. Так как курицы произошли от динозавров, ученые использовали накладные хвосты, прикрепленные к куриным хвостам, чтобы выяснить, каким образом ходили тираннозавры. 5. Если двое влюбленных будут смотреть друг другу в глаза более 3 минут, их сердца и дыхание синхронизируются, показало исследование. 6. Песок – самый добываемый природный ресурс. Ежегодно в мире добывают более 50 миллиардов тонн песка, в первую очередь для стекла и бетона. Ученые рассчитали, что к 2050 году песок, пригодный для производства, на планете закончится. 7. Как известно, в Исландии не водятся комары из-за сурового климата и резких температурных колебаний. Однако в 2025 году ученые впервые зафиксировали на острове несколько особей настоящих комаров, что может указывать на начало их распространения вследствие потепления климата. 8. Оленьи рога – это, по сути, непрерывно растущая раковая опухоль, однако организм оленя имеет клетки, чья функция – сдерживать распространение опухоли по остальному телу, поэтому олени очень редко болеют раком. 9. Чтобы остановить икоту, высуньте язык до упора, это ослабит спазм диафрагмы, мышцы, отделяющей грудную клетку от живота. Именно ее непроизвольные сокращения и есть икота. 10. Обувь тореадора – это, по сути, балетки с тонкой подошвой и без каблука. 11. Гитлер был очень похож на свою мать, Клару Гитлер. Современники не раз отмечали их удивительное сходство. 12. Во Второй мировой войне участвовало около 80% всех стран мира, 62 государства из 73 существовавших на тот момент, что делает ее самым масштабным конфликтом в истории человечества. 13. Перуанский город Икитос – крупнейший город в мире, куда невозможно добраться по дороге. Он расположен в тропических лесах Амазонки, и в нем проживает более 400 тысяч человек. 14. В 1992 году Роберт Де Ниро был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль за впечатляющую игру маньяка в фильме «Мыс страха». Однако награду получил Энтони Хопкинс за роль маньяка в фильме «Молчание ягнят», исполнивший свою роль еще более убедительно. 15. В своих письмах Антон Чехов использовал имя Жозефина Павловна, чтобы указать на область тела, которую обычно называют грубым словом. 16. Клубника возглавляет список фруктов и овощей, при выращивании которых применяется наибольшее количество пестицидов. 17. В октябре 2003 года солнечный свет потускнел на 0,3%, примерно на 4 дня, из-за перемещения 3 очень больших групп солнечных пятен по Солнцу. 18. В Италии, Испании, Боливии и еще ряде стран существует традиция надевать красные трусы на Новый год, на удачу. 19. До изобретения лампы накаливания люди спали более 10 часов в сутки.
20. Nokia была основана в 1865 году как компания по производству бумаги. 21. В языке индейцев чероки нет звуков че, ро или ки. Сами чероки называют себя цалаги, настоящие люди. 22. Уолт Дисней каждый день сам отвозил дочерей в школу, хотя у него было несколько личных водителей. 23. В 1962 году ЦРУ США передало полиции ЮАР информацию о предположительном местонахождении Нельсона Манделы, что привело к аресту и заключению Манделы в тюрьму на 27 лет. 24. Третьей страной, запустившей космический аппарат после СССР и США, стала Канада, которая в 1962 году имела одну из самых передовых космических программ. 25. С МКС видны следы загрязнения атмосферы над китайскими мегаполисами. 26. Детям в возрасте до 1 года нельзя давать мед, поскольку он может вызывать младенческий ботулизм. 27. Во время Второй мировой войны было мобилизовано свыше 110 миллионов человек. 28. Математика переводится с древнегреческого просто как знание, изучение, обучение и не имеет общепринятого определения. 29. Согласно Женевской конвенции, пилот, совершивший катапультирование, не является комбатантом, лицом, принимающим участие в военных действиях, а значит, нападение на него следует расценивать как военное преступление. 30. Пингвины Норденшельда, жившие на Земле 40 миллионов лет назад, были ростом с человека и весили около 120 килограммов. 31. Одиночество ослабляет иммунитет. Это происходит из-за того, что организм бросает все силы на борьбу со стрессом, вызванным состоянием одиночества. 32. В 1920-х годах в Бразилии был президент по имени Вашингтон. 33. Пульс синего кита впервые смогли измерить в 2019 году. Он составляет всего 2 удара в минуту, поднимаясь до 37 ударов, когда кит всплывает на поверхность. 34. Зубы мудрости могут вырасти в любом возрасте. Например, был зафиксирован случай, когда 8 прорезалась у 94-летнего мужчины. 35. Имена 12 макак, слетавших в космос во времена СССР, согласно алфавиту: Абрек, Бион, Верный, Гордый, Дрема, Ероша, Жаконя, Забияка, Иваша, Крош, Лапик и Мультик. 36. Государства, которые смогли добиться независимости во время Второй мировой войны: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, Индонезия. 37. Россия настолько велика, что не только занимает 1/8 всей суши на Земле, но и по площади превышает Плутон. 38. Вы можете скачать всю Википедию целиком для личного использования. 39. МКС – самый дорогой объект, когда-либо построенный людьми. Его создание обошлось странам-участникам в 150 миллиардов долларов США. 40. Брюс Уиллис выпустил 2 музыкальных альбома в 1980-х годах. 41. Луна постепенно отдаляется от нашей планеты со скоростью 3,8 см в год. 42. Мафия является крупнейшим бизнесом Италии. Ориентировочная прибыль, получаемая мафиози, составляет более 90 миллиардов долларов в год. 43. Европейская колонизация Америки унесла жизни 10% мирового населения. 44. В Амстердамском аэропорту Схипхол внутри часов видно, как человек рисует стрелки каждую минуту и каждый час, меняя их положение. Это видеопроекция, но художник Мартин Бас действительно провел 12 часов, записывая процесс в реальном времени. 45. Ваша кошка умеет плавать, даже если никогда не пробовала раньше. Это врожденный инстинкт. 46.
В 2018 году ZZ Top попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая группа без смены состава. Только в 2025-м барабанщик Фрэнк Бирд временно покидал коллектив по состоянию здоровья. 47. В немецком языке «die Sonne» – «солнце» относится к женскому роду, а «der Mond» – «луна» – к мужскому, тогда как во французском «le soleil» – мужского рода, а «la lune» – женского. Это отражалось и в поэзии. В немецкой литературе солнце часто представляли как женщину и луну как мужчину, а во французской – наоборот. 48. На Руси существовало поверье, что у близнецов одна душа и общая судьба, поэтому, чтобы не навлечь беду, им не разрешалось присутствовать на свадьбе или похоронах друг друга. 49. На короткой дистанции медведи могут бегать так же быстро, как лошади, а еще отлично плавают, ныряют и лазают по деревьям. Если медведь задумает против вас что-нибудь недоброе, скрыться от него будет почти невозможно. 50. Сегодня многие животные, изначально ведущие дневной образ жизни, становятся активными ночью, чтобы реже сталкиваться с человеком и последствиями его деятельности. 51. Ученые выяснили, что древний Homo erectus предпочитал простые решения, селился рядом с водой и делал грубые каменные орудия, даже имея доступ к лучшим материалам. Исследователи назвали это «стратегией лени», возможно, именно она сыграла роль в его исчезновении. 52. В раннехристианских мозаиках сатану изображали не чудовищем, а падшим ангелом в синих одеждах, цвете духов, отвергнутых Богом. Добрые ангелы при этом носили красные одеяния, символизирующие божественный огонь и верность. 53. На экзопланете HD 189733b постоянно идет стеклянный дождь. 54. В Средневековье люди хранили свою верхнюю одежду в туалетных комнатах, потому что считали, что аммиак, содержащийся в моче, защищает ее от моли и блох. 55. Из 17 существующих в наше время монархий, возглавляемых королевами, 16 возглавляла Елизавета II. 56. У дятлов необыкновенно длинные и мощные языки. Язык дятла обвивает его череп и поглощает инерцию от частого быстрого клевания. 57. Как рыба попадает из одного изолированного пруда в другой. Например, при помощи икры, которая прилипает к ногам водоплавающих птиц. 58. Кориандр и кинза – одно и то же растение. Кинза – это листья молодых растений кориандра. 59. Самый маленький цитрусовый фрукт – это кумкват. Он такого же размера, как оливка. 60. Мышление, нефизическая активность тела может потребовать значительных энергозатрат. В процессе сложной умственной деятельности, например, во время игры в шахматы, организм сжигает сотни килокалорий в час. 61. В средние века за так называемые неестественные позы наказывали. За позу, где женщина была сверху, полагалась 3-летняя епитимия, ведь считалось, что она нарушает естественный порядок, превосходство мужчины над женщиной. 62. Кристофер Нолан для съемок сцены на кукурузном поле в фильме «Интерстеллар» вырастил 500 акров кукурузы в Канаде, а после продал урожай с прибылью, вернув деньги в бюджет фильма. 63. У гусениц-пядениц, обитающих на Гавайях, есть ноги только спереди и сзади, что позволяет им очень эффективно имитировать веточку. 64. Раньше самолеты летали быстрее. Рейсы, которые в 1970-х годах занимали 3 часа, теперь длятся около 4. Так авиакомпании экономят дорогостоящее авиационное топливо. 65. У поваров со временем снижается чувствительность к горячему, кожа грубеет из-за постоянных микроповреждений и контакта с теплом, поэтому они спокойно берут то, что другим кажется обжигающим. 66. Пылесосом нельзя собирать косметику. Рассыпчатая косметика, такая как пудра, хайлайтер, румяна может засорить пылесос.
Мелкие частицы и масла забивают фильтры и механизм. Лучше убрать ее щеткой и совком. 67. В швейцарской колоде карт используются непривычные для нас масти, щиты, розы, желуди и бубенцы. 68. После развода с принцем Чарльзом в 1996 году Диана сохранила титул принцессы Уэльской, но лишилась обращения ее королевское высочество, утрачивая тем самым официальный статус члена королевской семьи. 69. Для хромакея используют зеленый или синий фон не случайно. Эти цвета максимально далеки от оранжево-красных тонов человеческой кожи. Это позволяет легко выделять человека при обработке видео, не затрагивая естественный цвет кожи. 70. Женщины начали носить обувь на высоком каблуке только в 17 веке в подражание мужчинам, чтобы выглядеть мужественнее. 71. Слова аудио, видео и диско переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу» и «я учусь». 72. Средняя продолжительность жизни уличных кошек от 2 до 5 лет. 73. Султан Брунея владеет примерно 7 тысячами автомобилей, а его служебная машина – позолоченный Rolls-Royce. 74. Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют «голубыми фишками». Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх. 75. Теобрамин, содержащийся в шоколаде, оказывает антибактериальное действие на полость рта и защищает от кариеса. 76. Согласно книге рекордов Гиннесса, у Энтони Виктора из Индии самые длинные волосы в ушах, их длина достигает 18,1 см. 77. Вирусы меньше длин волн видимого света, поэтому свет не отражается от них, что делает их невидимками. Увидеть вирус можно только при помощи электронного микроскопа. 78. Запах старых книг, травянистые ноты с кислинкой и легким привкусом, ванили на фоне затхлости, как описывают химики, возникает из-за бензальдегида, фурфурола и уксусной кислоты, побочных продуктов разложения бумаги и чернил. 79. Современная практика перевода часов на летнее время появилась ради экономии на освещении. Эту идею впервые предложил Бенджамин Франклин в 1784 году. 80. Запас реагента, из которого генерируется кислород в кислородной маске самолета, рассчитан на 12-15 минут дыхания. Разгерметизация салона – крайне редкое явление, и такие проблемы обычно решаются за несколько минут, так что воздуха должно хватить с запасом. 81. До 2023 года в Шотландии существовали не 2, а 3 возможных вердикта суда – виновен, невиновен и не доказано. Последний считался оправдательным и выносился, когда суду не хватало доказательств вины подсудимого, даже если всем было очевидно, что виновен именно он. 82. Люксембург – крошечное европейское государство с населением около 600 тысяч человек. Однако у его граждан есть свой язык люксембургский. Он представляет собой мозельско-франкский диалект немецкого и считается отдельным языком с 1984 года. 83. Мытье рук не менее 5 раз в день снижает число заболеваний ОРВИ на 45%. 84. Существует рыба почти кубической формы – кузовок, кубик. Такая форма объясняется наличием у нее твердого внутреннего панциря, состоящего из сросшихся костных пластин. 85. Учитель средней школы в Люксембурге с большим стажем может получать около 13 тысяч евро в месяц. 86. Перед тем, как смыть воду в унитазе, следует опустить крышку, иначе фекальные бактерии поднимутся в воздух и осядут на всех поверхностях в туалете. 87. Zara производит около 450 миллионов единиц одежды в год. Это крупнейший производитель одежды в Европе.
88. Согласно исследованию, женщины живут дольше мужчин отчасти потому, что их иммунная система медленнее стареет. 89. В 2011 году 99-летний итальянец подал на развод со своей 96-летней женой, с которой прожил 77 лет после того, как нашел письма от любовника, роман с которым у нее был 60 лет назад. 90. Более 95% лососей, выращиваемых на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы. 91. Самые яркие объекты видимой Вселенной, квазары, которые могут быть в 400 триллионов раз ярче Солнца. 92. Исследователи выяснили, что лево и право чаще всего путают люди с гуманитарным складом ума, особенно те, кто по роду профессии работает со словом. 93. Рекорд по самому длинному личному имени принадлежит Хьюберту Блейну Вольфе-Шлигельштейн-Хаузенбергер-Дорфу-старшему. Это сокращенная версия его полного имени, состоящего из 26 имен и фамилии из 666 букв. 94. В 1998 году 11 членов футбольной команды Демократической Республики Конго были убиты ударом молнии. Другая команда осталась невредима. 95. Пираньи меняют зубы группами, сначала на одной стороне челюсти, потом на другой. Новые зубы вырастают заранее и ждут своей очереди. За жизнь рыба может проделывать это несколько раз, поэтому ее зубы всегда остаются острыми и крепкими. 96. Некоторые люди считают, что говорить «нету» неграмотно, или даже утверждают, что такого слова не существует. Это не так. Слово «нету» существует, оно включено в словари, и использовать его можно. Более того, в русском языке сначала появилось «нету», а уже от него произошло «нет». 97. Разведенные мужчины женятся снова быстрее и чаще, чем женщины. Причина в том, утверждают психологи, что мужчины, побывавшие в браке, тяжелее женщин переживают разрыв. Переживание и чувство одиночества усугубляет и то, что совместные дети чаще остаются с матерями. 98. Согласно итальянскому театральному этикету, зрители восклицают «Браво!» артисту-мужчине, «Браво!» артистке-женщине, а при коллективном выступлении «Брави!» или «Брав!» если на сцене только женщины. 99. У Несси из озера Лох-Несс есть сестра, Марак из озера Лох-Марар. Зафиксировано 34 случая, когда люди видели Марак, причем в более чем половине встреч участвовало больше одного человека. 100. Лев Толстой владел сапожным мастерством. Собственноручно изготовленные сапоги он дарил друзьям и знакомым. 101. Если ребенок не пробовал еду, например, манную кашу, до 3 лет, то позже, в период пищевой неофобии, в среднем до 5 лет, он, скорее всего, откажется от нее, просто не захочет пробовать новое. В итоге это может закрепиться. Если каша не стала привычной в раннем возрасте, человек вырастает, так и не сформировав к ней вкусовую симпатию. 102. Миндаль – это не орех, а ядро косточки плода одноименного растения, близкого к сливе в ботаническом смысле. 103. Палочка делает жесты дирижера заметнее для музыкантов оркестра. Самому дирижеру она, в общем-то, не нужна. Многие обходятся без палочки, другие используют очень короткие палочки и даже зубочистки. По большому счету, палочка – дань традиции. 104. Олени и киты с точки зрения генетики и биологии ближе друг к другу, чем олени и лошади. Олени и киты входят в отряд китопарнокопытных, а лошади – непарнокопытные. 105. В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей, его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену. 106. Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году
предположительно во время охоты на шимпанзе. 107. Слово «пещера» происходит из прославянского языка и буквально означает «подобное печи». 108. Кумбха-мела – самый крупный праздник в мире, проходящий в Индии. В 2007 году в нем приняло участие около 70 миллионов человек. 109. Кроме Плутона в Солнечной системе, есть еще 4 карликовые планеты. 110. В оригинале у поговорки «век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки «век живи, век учись тому, как следует жить». 111. Древнеримские женщины использовали гладиаторский пот и жиры животных, сражавшихся на арене, в качестве косметики для улучшения цвета лица. 112. Знаменитая фраза Александра Грэма Белла «Когда закрывается одна дверь, открывается другая» полностью звучала так: «Когда закрывается одна дверь, открывается другая». Но мы так часто, так долго и с таким сожалением смотрим на закрытую дверь, что не видим тех, которые открываются для нас. 113. Белые пятна на ушах тигра становятся заметны, когда он наклоняет голову, например, чтобы пить. Они создают иллюзию глаз, будто тигр наблюдает. Это отпугивает врагов. Для тигрят эти отметины служат ориентиром. По ним они находят мать и держатся рядом, даже в темноте. 114. Примерно через 15 минут после рождения жеребенок начинает вставать на ноги, а уже через час может ходить. 115. В Финляндии моцареллу, а также другие сыры иногда в шутку называют мясом мумитроллей. 116. Исландия лидирует в мире по уровню гендерного равенства, однако зарплаты женщин здесь все еще на 10-15% ниже мужских. 117. В ЮАР светофоры называют роботами. 118. Самый продолжительный полет на самолете продлился 19 часов 20 минут. 119. Когда пчела жалит, вместе с ядом она впрыскивает пахучие вещества, которые привлекают других пчел. 120. Самая древняя пара обуви была найдена в Армении при раскопках пещеры Арени в сентябре 2008 года. Находка датируется периодом энеолита 3600-3500 годы до нашей эры. Это мягкие туфли с заостренными концами чарохи. Обувь практически не отличается от той, которую еще недавно носили в армянских селениях. 121. Около 20% людей, сделавших татуировку, жалеют об этом. Чаще всего из-за тату с именем бывшего возлюбленного или возлюбленной. 122. Зебры-альбиносы встречаются в природе очень редко. Их называют золотыми зебрами. 123. Гусеницы бабочек семейства Дальцериды выглядят как кристаллы. 124. Один из вымирающих австралийских языков дербал делится на две лексические системы – гувал и дьянгуй. Гувал для повседневного общения, а дьянгуй для общения тещи с зятем или тестя с невесткой. 125. На этом изображении молодая иранка разрезает торт ко дню рождения в 1973 году, за 5 лет до Исламской революции. 126. Елизавета II правила дольше, чем ее отец, дядя, дед и прадед вместе взятые. 127. Библия не только самая продаваемая книга в истории, но и книга, которую чаще других крадут. Видимо, некоторые читатели решают прикарманить ее до того, как дойдут до 10 заповедей. 128. Когда 8 декабря 1980 года в 23 часа 15 минут врачи констатировали смерть Джона Леннона. Через звуковую систему больницы транслировалась песня «The Beatles All My Loving». 129. Эта оптическая иллюзия заставляет людей видеть лучи, исходящие из центра звездообразного рисунка. Они подобны свету, пробивающемуся сквозь облака. Попробуйте и вы. Видите их?
130. Мировой рекорд по самому громкому крику принадлежит ирландской учительнице. Она крикнула слово «тихо» на громкости 121,7 децибела, что сравнимо с ударом грома или звуком бензопилы. 131. Исследование показало, что мужчины-тяжелоатлеты поднимают более тяжелые веса после просмотра откровенных роликов. 132. Желтые и оранжевые цвета – естественные стимуляторы аппетита, поэтому их не рекомендуется использовать в оформлении кухни и столовой, если не хотите переедать. 133. Бизнесмен Кевин Уиткрофт, владелец самой большой коллекции военной техники в мире, спит на кровати, принадлежавшей Гитлеру. «Но я сменил матрас», – заявил коллекционер в одном из интервью. 134. Коровы опаснее акул. Исследование 2012 года показало, что крупный рогатый скот убивает в среднем 22 человека в год. Чаще всего в результате несчастного случая. А от нападений акул гибнет только 6 человек ежегодно. 135. Из-за изолированного географического положения Исландии исландский язык практически не меняется. Его носители могут читать тексты, написанные 1000 лет назад, без особых затруднений. 136. Сумчатый крот имеет глаза, покрытые кожей и атрофированные, а его уши просто дырочки. Ничего, кроме носа и рта, на голове этого зверька нет. 137. Некоторые историки считают, что слово «варежка» происходит от варега «варяжская рукавица», потому что мы позаимствовали этот предмет одежды у варягов. 138. Снег хрустит под ногами при температуре от -5 до -20 градусов Цельсия. Это звук ломающихся снежных кристаллов. Чем ниже температура, тем сильнее хруст. 139. День и ночь на МКС сменяют друг друга каждые 45 минут. 140. Заглавная и прописная буква – это одно и то же. Маленькая буква в строке называется строчная. 141. Киты и дельфины, как и попугаи, могут подражать звукам. Например, касатка научилась говорить по-английски «hello» и «bye-bye». 142. В Италии после развода муж обязан выплачивать бывшей жене содержание, если она не может самостоятельно обеспечить себе прежний уровень жизни. 143. Если мужчине нравится голос женщины, то вероятность того, что ее внешность тоже понравится ему, очень высока. 144. В котлетах для гамбургеров из Макдональдс может содержаться мясо сотни коров и даже более. 145. Низкий уровень витамина D в организме повышает риск развития депрессии. Дефицит витамина D наблюдается у каждого 8-го человека в мире. Особенно распространена эта проблема среди жителей северного полушария Земли. 146. Опасность глобального таяния заключается в том, что могут разморозиться скрытые во льдах смертельно опасные вирусы, с которыми иммунная система человека никогда не сталкивалась. 147. Чешуйка перхоти состоит из примерно 1000 клеток эпидермиса, слепленных вместе. 148. Когда вы чувствуете запах, это значит, что молекулы его источника уже у вас в носу и прикрепились к слизистой ткани. 149. Ноги ацтекских правителей никогда не касались земли. По всем важным делам правитель выезжал в паланкине, который несли на плечах придворные слуги. Если же ему необходимо было пройтись, подданные обязаны были выстилать путь царя тканью, а если ее не было, собственной одеждой. 150. Птицы рода Антоскопус строят гнезда сложным входом, ведущим в пустую камеру. Настоящий вход птицы маскируют при помощи клапана, таким образом защищая потомство от хищников. 151. Молодой Пикассо был настолько беден, что сжег большую часть своих ранних работ, чтобы обогреть квартиру, в которой он жил в Париже. 152. Жан Рено, известный французский актер, не француз. Он испанец, и его настоящее имя Хуан Морено и Херрера Хименес. 153.
Если в голливудском фильме участвовало несколько сценаристов, то амперсант между их именами в титрах означает, что сценаристы писали сценарий вместе, а «и», что каждый из них работал над собственным черновиком. 154. Одежда ярких неоновых цветов окрашивается опасными химикатами, вредными для здоровья и экологии. Нижнее белье и купальники неоновой расцветки лучше не носить. 155. В советской киноиндустрии должность исполнительного продюсера называлась директор картины. 156. На изображении молодой человек делает селфи, используя деревянную палку для спуска затвора камеры, 1957 год. 157. За время правления Елизаветы II в США сменилось 13 президентов. 158. В Пентагоне работает кофейня Starbucks, в которой, в отличие от всех остальных Старбаксов, в целях безопасности у вас не станут спрашивать имя, чтобы написать его на стакане. 159. Слизывая нектар, колибри высовывает язык до 15 раз в секунду. 160. У кошек нет желез наружной секреции на теле, как у людей, потеют только подушечки лап и нос. 161. Путешествие человечества Саши Джафри – самая большая картина на холсте в мире, площадью около 1600 квадратных метров. В 2021 году она была продана за $62 миллиона. 162. Латинское название малярийных комаров – анофилес – происходит от древнегреческого слова, что переводится как «бесполезный», «никчемный» или «вредный». 163. У каждого леопарда уникальный рисунок пятен, как отпечатки пальцев у человека. По нему можно идентифицировать конкретную особь. 164. Панграмма – это короткий текст, в котором используются все или почти все буквы алфавита, по возможности без повторений. Пример по-русски: «Любя, съешь щипцы», вздохнет мэр, «кайф жгуч». По-английски «The quick brown fox jumps over the lazy dog». 165. В некоторых районах Демократической Республики Конго существует свадебная традиция. Жених и невеста не должны улыбаться в день свадьбы, чтобы показать серьезность своих намерений. 166. В русском языке не 3 рода, а 4 – мужской, женский, средний и общий. К последнему относятся универсальные слова, применимые к любому полу – умница, неряха, коллега, сирота и тому подобное. 167. Пасьянс-косынка был добавлен в Windows для того, чтобы научить людей перетаскивать объекты мышкой. Перемещать карты можно и при помощи клавиатуры, но это очень неудобно. 168. Плоский червь из отряда планариев, лишившись головы, может отрастить новую, причем со всеми своими старыми воспоминаниями. 169. Смесоипостасные иконы – это иконы, на которых 3 лика Бога расположены на одном лице и символизируют единство Троицы – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Глаза центрального лика принадлежат также ликам слева и справа. 170. В среднем у взрослых мужчин объем крови составляет 5,2 литра, у женщин 3,9 литра, а у новорожденных младенцев всего 200-300 мл, такой же объем у чайной чашки. 171. Толкин, автор трилогии «Властелин колец», и Льюис, автор «Хроник Нарнии», были близкими друзьями и часто первыми читали новые главы произведений друг друга. 172. Факты или доказательства, противоречащие нашим убеждениям, вызывают в мозгу реакцию «бей» или «беги». Состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы, как если бы нам, например, внезапно повстречался опасный хищник. 173. Картофель и томаты, будучи продуктами, свойственными для европейской кухни, происходят из Перу, где они были известны еще 500 лет назад. 174. От регулярного выщипывания брови становятся тоньше навсегда. 175.
Пчела способна произвести всего около 1/12 чайной ложки меда за всю свою жизнь. 176. Люди подсаживаются на слишком соленую пищу, как и на слишком сладкую. Поэтому производители так называемой мусорной пищи, такой как чипсы или картошка фри, добавляют в нее очень много соли. 177. К вечеру стопы немного отекают, и разница с утренним размером может достигать 8%. Поэтому обувь лучше покупать во второй половине дня, так меньше риск взять тесную пару. 178. Звуки ударов сердца издают сердечные клапаны, открываясь и закрываясь. 179. Если постепенно убавлять громкость знакомой музыки, человек продолжит слышать ее даже при нуле. Мозг воспроизводит мелодию сам, активируя слуховые нервы, поэтому звук кажется реальным, а не воображаемым. 180. Самое длинное эхо в неприродном объекте можно услышать в заброшенных нефтяных резервуарах в Шотландии. Отголосок эха в этом месте слышен 112 секунд, то есть почти 2 минуты. 181. Хроместезия – это частный случай синестезии. Человек с хроместезией видит цвет у нот, а мелодия для него как бы переливается разными цветами радуги. 182. За всю жизнь сердце прокачивает около 1 миллиона баррелей крови. Хватило бы, чтобы заполнить 3 супертанкера. 183. Фраза «игра не стоит свеч» происходит из лексикона карточных игроков. Пару веков назад так говорили о выигрыше, который настолько мал, что не может окупить даже стоимость свечей, которые сгорели за время игры. 184. Египтяне пользуются собственным календарем, в котором год начинается 29 августа по юлианскому стилю. Он состоит из 12 месяцев – Тут, Баба, Хатур, Киак, Туба, Амшир, Барамхат, Барамуда, Башанс, Бауна, Абиб, Мисра и дополнительного 13 месяца на 5 или 6 дней в зависимости от високосного года. 185. Скат не может видеть то, что он ест, так как рот у него находится с одной стороны тела, а глаза с другой. 186. При пилотировании МКС может развивать скорость до 28 тысяч км в час. 187. В Бельгии есть провинция Люксембург, которая на 70% больше по территории, чем государство Люксембург. 188. Боб Вудвард и Карла Бернштейн, репортеры, разоблачившие Уотергейтский скандал, смотрят по телевизору, как президент Никсон впервые говорит об Уотергейте. 1973 год. 189. Индеец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя, и до тех пор, пока долг не возвращен, никто не называет его по имени. 190. Королева Елизавета II прожила в браке со своим мужем, принцем Филиппом, 73 года. 191. Аорта, самая крупная артерия в организме, по диаметру почти равна садовому шлангу, а капилляры – самые маленькие сосуды в нашем теле, в 10 раз тоньше волоса. 192. Белый тутовник выбрасывает пыльцу со скоростью 560 км в час. Это почти половина скорости звука. 193. В XIX веке русские крестьяне подняли бунт против картошки. «Не променяем репу на заморский корнеплод». Под таким лозунгом восстало более чем 500 000 крестьян. Картофель они презирали, всячески обзывали и отказывались выращивать. 194. Все детали самолета, отвечающие за безопасность, продублированы в 3 экземплярах. В случае отказа одного из них сразу подключается резервный прибор. То же самое касается и ключевых соединений. 195. В бюджете правительства США нет государственных расходов на спорт. Даже участие спортсменов в Олимпиаде финансируется за счет частных пожертвований. 196.
В Северной Корее за хранение дома Библии, просмотр южнокорейских фильмов и распространение откровенных видео можно получить максимально возможное наказание – смертную казнь. 197. Художественная галерея пальто располагается на подкладке пальто художника Александра Петрелли, которое он распахивает перед зрителями. 198. Зрачок – это отверстие. 199. Согласно индексу обитаемости планет, планета Кеплер-442b пригодна для жизни даже больше, чем Земля. Наша планета имеет рейтинг 0,829, а Кеплер-442b 0,836. 200. На картине «Прощание Пушкина с морем» фигуру поэта писал Репин, а пейзаж – Айвазовский. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 201. Изначально штаны представляли собой две отдельных штанины, которые связывали в поясе или крепили к другой одежде. Поэтому в большинстве языков мира штаны и брюки являются существительными множественного числа. 202. Кенгуру не могут ходить задом наперед. Именно поэтому австралийцы выбрали это животное в качестве своего символа. Этим они хотели показать, что австралийский народ движется только вперед, поскольку физически не способен к отступлению. 203. На кладбище в городе Кассадаге, Флорида, США, есть скамейка на могиле, которую местные жители прозвали «стулом дьявола». Согласно легенде, закрытая бутылка или банка хмельного напитка, оставленная на этой скамейке, к утру опустеет. 204. В 1977 году мы получили сигнал из дальнего космоса, который длился 72 секунды. Но мы до сих пор не знаем, что он означает и откуда он взялся. 205. На изображении лучи солнца проникают сквозь окна центрального вокзала Нью-Йорка, 1929 год. В наше время эту картину невозможно увидеть, так как построенные рядом здания перекрывают солнечный свет. 206. В хоботе слона порядка 40 тысяч мышц. Для сравнения, во всем теле человека, в зависимости от метода подсчета, от 639 до 850 мышц. 207. Каменные статуи с острова Пасхи, Моай, изначально имели глаза, сделанные из кораллов, со зрачками из черного обсидиана. 208. В исследовании, проведенном Массачусетским технологическим институтом, зубная щетка была признана самым важным изобретением человечества. Зубная щетка оказалась важнее автомобиля, компьютера и мобильного телефона. 209. Белая часть арбуза, расположенная между зеленой коркой и розовой мякотью, также питательна, как мякоть, и богата полезными веществами. 210. Согласно договору ООН от 1967 года, ни одна из стран не может владеть Луной или другими небесными телами, потому что все они являются достоянием всего человечества и могут использоваться только в мирных целях. 211. В честь актера Харрисона Форда назван паук Колпония Харрисон Форди и муравей Файдол Харрисон Форди. 212.
Ученые обнаружили, так сказать, настоящих губку Боба и Патрика Стара у подводной горы в Атлантике. 213. Первым продуктом Nintendo, в котором использовались электронные компоненты, был тестер любви, якобы измеряющий, насколько два человека любят друг друга. 214. В мире производится в 1,5 раза больше еды, чем требуется, чтобы накормить каждого человека на Земле. 215. Морская звезда способна раздвинуть створки мидии и съесть ее. 216. Невозможно ощутить вкус пищи, пока она не смешалась со слюной. 217. Возраст синего кита определяется по его ушной сере. Она накапливается сезонными циклами, так же, как, например, кольца в стволе дерева. 218. Если при удалении гланд часть ткани случайно оставить, она может регенерировать, и гланды вырастут снова. 219. Образец яблони сэра Исаака Ньютона был отправлен в космос, чтобы бросить вызов гравитации. 220. Люди вскидывают брови, чтобы привлечь внимание. Этот мимический жест означает, что человек открыт к общению. 221. Самый большой живой организм на Земле – гриб-опенок темный, растущий в заповеднике Малур, США. Его грибница занимает колоссальные 880 гектаров, а ее возраст – 2400 лет. 222. Учеными были обнаружены акулы, живущие в жерле подводного вулкана. К сожалению, в жерле слишком горячо, чтобы подобраться к этим акулам и изучить их. 223. После Луны самыми яркими объектами на небе являются Юпитер и Венера. Их можно увидеть невооруженным глазом. 224. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Земля, вероятно, тоже будет уничтожена. 225. Грибы, конкурируя за территорию, могут выделять летучие органические вещества, которые отравляют другие грибницы, подавляя их рост. 226. Существует около 20 версий Моны Лизы, часть из которых была написана учениками Леонардо да Винчи в его мастерской, когда они пытались повторить работу учителя. 227. За среднюю человеческую жизнь сердце делает примерно 2,5 миллиарда ударов. 228. Если человек подолгу находится в тускло освещенном помещении, активность его мозга, а также способность к обучению снижается на 30%. 229. Сжав теннисный мяч, вы прилагаете примерно столько же усилий, сколько сердце при каждом ударе. Даже в покое оно работает без остановки и за день выполняет больше работы, чем любые другие мышцы тела. 230. Мозг Джона Кеннеди исчез через 3 года после его убийства. Сначала мозг, извлеченный из головы погибшего президента США, хранился в Национальном архиве, а потом бесследно пропал. Его местонахождение до сих пор неизвестно. 231. Длительное пребывание в космосе чревато для человека потерей крепости костей, ослаблением мышц, подавлением иммунной системы и радиационным облучением. 232. На изображении мужчина ищет книги в старой публичной библиотеке города Цинциннати, США. Здание снесли в 1955 году, сейчас на его месте офисное здание и парковка. 233. В Колумбии для обозначения запаха пота из подмышек есть специальное слово «чуча». 234. В 1953 году в американском штате Индиана пытались запретить изучать в школах историю про Робина Гуда, потому что грабить богатых, чтобы отдать их имущество бедным. Это коммунистическая идея. 235. Некоторые ученые предполагают, что сон – изначальное состояние живого существа, а бодрствование – всего лишь способ реагирования на окружающую среду. 236. Мозг кошки весит в среднем всего 25 граммов.
237. На Гавайях так часто бывают слепые дожди, когда идет дождь и одновременно светит солнце, что их даже включают в сводку прогноза погоды. 238. Король Свазиленда Мсвати III в 2018 году поменял название государства на Королевство Эсватини, отчасти потому, что Свазиленд иностранцы путали со Швейцарией. 239. В славянской мифологии русалки – привлекательные женщины, гуляющие у воды, сидящие на ветвях деревьев и поющие, чтобы завлечь случайных путников в пучину. Ни о каких рыбьих хвостах в фольклоре упоминаний нет. 240. Спутники Урана названы в честь персонажей из произведений Шекспира и Александра Поупа. Среди них есть Маргарита, Джульетта, Дездемона и Офелия. 241. Регулярно принимая холодный либо контрастный душ, вы стимулируете мыслительные способности, улучшаете память и продуктивность в целом. Кроме того, такой душ освежает и заряжает энергией. 242. Если у китайца нет стажа работы, ему предоставляется отпуск длительностью всего 5 дней. При наработке 10-летнего стажа можно отдыхать уже 10 дней в году, а 20-летнего до 15 дней. 243. По данным исследований, от 18 до 35% людей чихают, когда смотрят на солнце. 244. Самая близкая к земной среда обитания в Солнечной системе – облака Венеры. Условия там настолько похожи на земные, что земная бактерия Acidithia bacillus ferrooccidans могла бы там обитать. 245. Только 4% жителей Японии имеют центральное отопление. В холодное время года японцы греются с помощью обогревателей и столиков татацу, накрытых одеялом. 246. Сердце находится не слева, точнее, не совсем слева. Оно расположено почти в центре тела, между легкими. Однако сердце наклонено, и часть его упирается в грудную клетку с левой стороны, что создает впечатление, будто оно находится слева. 247. Прототип «Маленького принца» сам автор Антуан де Сент-Экзюпери, а Роза – его супруга Консуэла. Антуан был неверен жене, на что в книге есть несколько намеков. Например, когда принц прилетает на землю и узнает, что его Роза не единственная, и в мире есть еще много красивых роз. 248. Муравьи умеют выращивать урожай, в основном из грибов, уже не менее 50 миллионов лет. Они удобряют свои огороды и специально располагают их поближе к муравейнику, чтобы не бегать далеко. 249. Острые кухонные ножи безопаснее тупых, как показывает статистика. Пользуясь острым ножом, у вас больше шансов отрезать то, что вы собирались отрезать. Тупой нож с большей вероятностью соскользнет с продукта и может нанести травму. 250. У людей азиатского происхождения волосы растут быстрее, чем у представителей других этнических групп. 251. В наше время впервые за более чем 130 лет людей в возрасте до 34 лет, живущих с родителями, больше тех, кто живет отдельно и самостоятельно. 252. Единственное успешное восстание во время Холокоста произошло в концлагере Собибор под руководством советского заключенного офицера Александра Печерского. 253. К концу 1993 года во всемирной паутине было всего 623 сайта. 254. Римско-католическая церковь является крупнейшим неправительственным землевладельцем в мире. 255. В 1967 году все население итальянской деревушки Монтанер сменило религию с католичества на православие из-за несогласия с назначением нового епископа. Это событие вошло в историю под названием «Раскол Монтанера». 256. В 2016 году Министерство здравоохранения США приняло решение прекратить рекомендовать людям использовать зубную нить, поскольку у нее нет доказанных преимуществ. 257. Если бы вы посмотрели на Землю из космоса 3 миллиарда лет назад, она была бы не голубой, она была фиолетовой,
а кислород, которым вы сейчас дышите, был оружием массового поражения. Первые живые существа на планете не любили солнечный свет так, как мы его понимаем. Они использовали особый пигмент – ретиналь, который поглощал зеленую часть спектра и отражал фиолетовый. Вся биосфера – океаны, мелководье, береговые отмели светилась фиолетовым. Потом появились цианобактерии. Скромные, невзрачные, но с важной добавкой – новым пигментом хлорофиллом. И они начали производить побочный продукт своего обмена веществ. Токсичный газ, агрессивный, разрушительный, смертельный для большинства живого того времени – кислород. Огромная часть тогдашней биосферы не выжила. Анаэробные организмы либо вымерли, либо спрятались в бескислородные ниши на дно океанов, в грязевые отложения, в кишечнике других существ. Да, ваш кишечник до сих пор хранит потомков тех, кто бежал от кислорода. Добро пожаловать в живой музей Докембрия. Так что в следующий раз, когда сделаете глубокий вдох, знайте, этот воздух когда-то был концом света. Просто старый мир не смог его пережить, а вы прямое доказательство того, что новый смог. 258. 2 миллиарда 400 миллионов лет назад Земля начала ржаветь, и это было одно из самых массовых вымираний в истории планеты. Тогда кислород не спасал жизнь. Он ее уничтожал. Первые цианобактерии начали выделять кислород, и для древнего мира это стало катастрофой. В океанах было растворено огромное количество железа. Кислород вступил с ним в реакцию, и на дно тысячелетиями сыпалась ржавчина. Для тогдашних микробов кислород был ядом. Старый мир либо вымер, либо забился в бескислородные щели, где еще можно было выжить. Именно эта древняя ржавчина со временем стала железной рудой. То есть мосты, рельсы, машины, заводы, арматура в домах и металл в вашем телефоне – это эхо той катастрофы. Выходит, наша цивилизация буквально построена на останках древнего апокалипсиса. Цианобактерии уничтожили первую земную жизнь и оставили нам металл, из которого мы собрали современный мир. 259. Летом 1858 года в Лондоне произошло Великое зловоние – экологическая катастрофа. К 1850 годам Лондон стал самым большим городом Европы. Он сильно вырос в размерах, в разных концах мегаполиса открывались все новые заводы и фабрики. Лондонцы, количество которых достигло 3 миллионов человек, работали, ели, пили, ходили в магазины и театры. Берем в счет, что в середине XIX века в городе не было канализации, все отходы сливались в Темзу. Ситуацию усугубляло и то, что основным транспортом были лошади, которые оставляли на улицах кучи навоза. Эти кучи привлекали мух, которые разносили болезни, диарею, брюшной тиф, холеру и так далее. Эти же болезни люди получали и из воды, они все еще продолжали пить из Темзы, так как думали, что болезни передаются по воздуху, а не из воды. В реке еще иногда тонули люди и так и оставались плавать по городу. В Темзу сбрасывали отходы мясников, части туш животных, а также химикаты из кожевенных мастерских. Лето 1858 года выдалось страшно жарким и засушливым. Температура в тени доходила до 36 градусов. Темза обмелела. Высокая температура резко превратила этот коктейль в источник нереальной вони. Вонь поднялась поистине чудовищная. В парламенте, стоящем как раз на берегу реки, закрыли все окна и принялись брызгать на шторы раствором хлорной извести. Это не смогло перебить запах. Было даже предложение перенести все государственные органы в Оксфорд. Жить в Лондоне стало физически тяжело. 2 августа депутаты парламента все же нашли в себе силы собраться на очередное заседание. Зажав носы, они максимально быстро проголосовали за финансирование проекта реконструкции лондонской канализации. С помощью насосов удалось убрать всю грязь из реки. К тому времени это уже был метровый слой помоев. Длина реки Темза составляет примерно 346 километров. Она является самой длинной рекой в Англии и второй по длине в Великобритании. Ширина реки в Лондоне составляет 200-250 метров. 260. Он улыбается, щурится от солнца и спокойно сидит в шезлонге. Через 13 часов гора за его спиной взорвется. И от него не останется даже следа. На фото Дэвид Джонстон. Он сразу понял, что будет дальше, раньше всех.
18 мая 1980 года. Вулкан Сент-Хеленс. В 8 часов 32 минуты утра происходит землетрясение. Северный склон горы просто соскальзывает вниз. И в этот момент вулкан взрывается вбок. Вместо классического столба – боковой удар. Пирокластический поток летит со скоростью до 500 км в час. Сносит лес на площади около 600 квадратных километров. Деревья ложатся в одну сторону, как спички. Джонстон находился в наблюдательном пункте всего в нескольких километрах. Он видел, как северная сторона горы вздувается неделями, понимал, что давление ищет выход, и остался, чтобы предупредить. Именно это он и успел. Его последняя фраза по рации «Ванкувер! Ванкувер!» Началось. После этого тишина. Его тело так и не нашли. Погибли 57 человек. Но данные, которые он успел передать, спасли тысячи. 261. На Луне уже несколько десятилетий стоят приборы, каждую ночь измеряющие расстояние до Земли. Согласно показателям приборов, в среднем за год Луна удаляется от нас примерно на 4 сантиметра. Кажется, что это совсем немного, но умножьте это на пару миллиардов лет и поймете, что раньше Луна была гораздо ближе. Когда Луна была ближе к Земле, то приливы были не такие, как сегодня, от 0,5 до 1 метра. Из-за близости Луны приливы представляли собой волны высотой около километра. Дважды в сутки на сушу надвигалась приливная волна и выносила далеко от берега морских жителей, которые продолжали свою эволюцию уже там. 262. Если положить 100 черных муравьев и 100 красных муравьев в банку, то ничего не произойдет. Но если сильно трясти банку, муравьи начинают убивать друг друга. Красные муравьи считают черных муравьев своими врагами, а черные муравьи считают красных муравьев своими врагами. Настоящий враг – тот, кто трясет банку. То же самое происходит и в человеческом обществе. Итак, прежде чем напасть друг на друга, надо подумать, кто трясет банку. 263. От первых мазков до последних шедевров. Как менялись великие художники. Путь каждого художника – это история поиска, ошибок, открытий и смелых решений. Их первые работы часто осторожны, подчинены академическим правилам и стремлению доказать мастерство. Но именно последние картины становятся настоящим отражением личности, свободным, глубоким и иногда неожиданным. А вам ближе ранние работы мастеров или их поздние, более смелые эксперименты? 264. На изображении воздействия обычного воздуха и морского бриза. 265. Как вы думаете, почему у этого дерева на фото цвет ствола сильно отличается от остальных? Часто такие деревья бывают ослаблены. До этого их атаковали хермесы. Если вы замечали подобные комочки на хвое, значит на дерево напали хермесы. Это хвойные тля. К таким деревьям прилетают дятлы и отслаивают кору во время охоты за насекомыми. А слой под корой уже более яркий и имеет красноватый оттенок, поэтому дерево и отличается от других. Под деревом вы как раз можете видеть груду коры. 266. На фото альпийский козерог. Животное, которое должно было исчезнуть, но вернулось из небытия. Популяция в 100 особей за десятки лет размножилась аж до 30 тысяч. И да, он спокойно ходит там, где человеку страшно даже стоять. По отвесным скалам. Почти вертикально. Почему он вообще не падает? У него читерские копыта, раздвигаются и цепляются за камень. Мягкая середина работает как присоска, а жесткий край как крюк. В итоге он может стоять на выступе шириной с ладонь. И прыгать там, где мы бы даже не рискнули посмотреть вниз. Выглядит внушительно. Самец достигает веса до 100 килограммов, а рога вырастают более 1 метра. Козероги используют их как тараны в боях. 267. Самую знаменитую статую в мире во время войны просто замуровали. Да, статую Давида реально обложили кирпичами и мешками с песком. Перевозить не стали, просто сделали ему бункер, потому что тащить 5-метрового голого мужика из мрамора – задача уровня «давайте лучше не будем». Сам Давид, знаменитейшая статуя, вообще-то результат провала. Глыбу мрамора испортили 2 мастера подряд. Она лежала в мастерской больше 20 лет в формате «но это уже не спасти».
И тут приходит парень 26 лет, берет этот кусок и делает шедевр, который теперь знают все. Причем Микеланджело схитрил. Статуи делали для ниши, поэтому он проработал ее в основном спереди. Сзади у него все гораздо проще. А теперь любимая деталь искусствоведов. Руки и голова у него чуть больше, чем надо. Это не ошибка, это расчет. Статую ставили высоко, и снизу пропорции выглядели идеально. 268. На севере Эфиопии, на высоте почти 2600 метров над уровнем моря, как будто зависшая между небом и землей, находится одна из самых необычных церквей в мире – Абуна Ямата Гух. Высеченная прямо в стене отвесной скалы, эта церковь стала не только местом поклонения, но и символом преданности, упорства и веры, который поражает не меньше, чем ее архитектура. Внутри скальной часовни тишина, которая будто впитала в себя сотни лет молитв. Свет проникает сквозь небольшие проемы, подсвечивая фрески, расписанные охрой, углем и натуральными пигментами. На стенах апостолы, 9 святых, сцены из жизни Иисуса. Местная традиция приписывает росписи VI веку, эпохи святого Аббы Яматы, одного из христианских миссионеров, принесших веру в эти земли. Однако научный анализ указывает на 15 век, и это лишь усиливает ощущение чуда. Фрески сохранились без реставраций под открытым дыханием горы. Говорят, в этой церкви хранится одна из самых старых Библий в Эфиопии, на пергаменте, написанная от руки на гаэзе, древнем литургическом языке. У нее деревянный переплет, обтянутый кожей и запах вековой пыли. Этот манускрипт передавался от поколения к поколению хранителей, и его страницы зачитаны до прозрачности. Местные монахи почти не говорят о ней, не из суеверия, а из трепетного уважения. Библия здесь не артефакт, а живое слово, которому не нужны витрины и системы климат-контроля. Фрески Абуна Ямата Гух до сих пор наносятся вручную монахами, использующими рецепты, передающиеся устно. Один из красителей – смесь молотого минерала и сока кактуса, а кисти делают из хвостов осликов. Каждый мазок наносится как акт поклонения, без спешки, без права на ошибку. Это не просто роспись, это молитва, запечатленная в красках на стенах утеса. Абуна Ямата Гух – это не место, куда просто приезжают, это точка, в которой вера становится реальностью, а камень обретает душу. 269. Сапсан носит титул самого быстрого животного планеты, ведь его скорость достигает 390 км в час. Но он хитрит и разгоняется до таких скоростей в пикировании, а в горизонтальном полете его обгоняет черный стриж, разгоняющийся до 111 км в час. Но на этом его превосходство не заканчивается. После нескольких часов полета Сапсану обязательно надо передохнуть, тогда как стриж способен не касаться земли до 9 месяцев кряду. Он способен отдыхать, спать, питаться и спариваться на лету. Птица совсем бы перестала касаться планеты, если бы не необходимость выводить птенцов. На 2 месяца пернатые становятся узниками своих гнезд, спрятанных в древесных кронах. Но вот на Земле эта птица – полная катастрофа. Ноги в 5 сантиметров короче, чем у птиц аналогичного размера. Стоять не может. Сидит с трудом. Взлететь с ровной поверхности почти нереально. Все пальцы смотрят вперед, как крючки. Подходят только, чтобы цепляться за вертикальные скалы. Если стриж упал на землю, то ему конец. Он не взлетит. Обычно нас предупреждают, что не надо трогать птиц весной, так как чаще всего это слетки и будет только вред, но не в случае со стрижом. Если вдруг находите такого на земле, то можно и помочь. С рук он сможет взлететь. 270. Напиток «Байкал», придуманный в 1973 году, должен был стать советским аналогом американской «Пепси». Однако на Пепси он был похож разве что только цветом и тонизирующими свойствами. Создатели напитка разработали экстракт на основе зверобоя, корня солодки и масла пихты, что придавало Байкалу тонкий аромат и ни с чем не сравнимый вкус. В процессе выяснилось, что зверобоя не хватит для промышленного выпуска напитка, и тогда его заменили черным чаем, а затем экстрактом боярышника и рябины. 271. Пеммикан, на языке индейцев Кри-Пими-Акан род жира, это мясной пищевой концентрат.
В его основе высушенное и измельченное в порошок мясо и растопленный жир, а также ягоды, клюква, черника, вишня и другие, и иногда специи. Применялся индейцами Северной Америки в военных походах и охотничьих экспедициях. В зависимости от состава пемикан хранится от 1 до 5 лет, а в замороженном виде, вероятно, может быть съедобным гораздо дольше. У него высокая энергетическая ценность и малый вес. В конце XIX века компактность и универсальность пемикана привлекла к нему внимание путешественников, прежде всего покорителей Арктики и Антарктики. К началу XX века пемикан стал основным мясным продуктом полярных путешественников. Сегодня его выбирают туристы и охотники для длительных походов. 272. Золотая табличка персидского царя Дария из Национального музея в Тегеране. Золотая плита Дария Великого, 550-486 годы до нашей эры. Во время раскопок дворца Ападана в Персиполе, Иран, были найдены 2 золотые и 2 серебряные плиты. Произошло это в 1933 году. Они были помещены в основании дворца Ападана, создав тем самым своеобразную капсулу времени. Текст провозглашает Дария великим царем царей и описывает границы его обширной империи на 3 древних языках – древнеперсидском, эламском и вавилонском аккадском. Надпись гласила примерно следующее. «Дарий великий царь, царь царей, царь стран, сын Виштаспы Ахеменид. Говорит Дарий царь, это царство, которым я владею от земли Саков, что по ту сторону Сагдианы, до Куша Эфиопии и от Индии до Сарт. Это мне даровал Ахура Мазда, величайший из богов. Да защитит меня Ахура Мазда и мой дом». В настоящее время таблички выставлены в Национальном музее Древнего Ирана в Тегеране. 273. Каждый офисный работник, которому хоть раз хотелось сбежать на обеденный перерыв, сразу поймет, почему эта лужайка стала вирусной в Китае. 30-метровый участок наклонной травы в районе Сюйхуэ в Шанхае стал одним из самых обсуждаемых общественных пространств страны. Он расположен в парке Ранвей Парк, линейном парке площадью около 36 акров, созданном на месте бывшего аэропорта Лунхуа рядом со станцией метро Юнджин-Роуд. Лужайку спроектировало американское архитектурное бюро Сасаки с одной простой целью, чтобы люди могли на ней лежать. Склон имеет угол около 135 градусов, а ступеней шириной 1,5 метра, высотой 0,55 метра. Были рассчитаны так, чтобы напоминать положение шезлонга. Каждый обеденный перерыв сюда приходят сотни офисных сотрудников из соседних зданий вздремнуть, поесть или просто посмотреть в небо. В китайских соцсетях это место получило прозвище «убежище работников» и породило вирусный хэштег «эффект 20-минутного парка». Десятилетиями газоны в китайских городах были скорее декоративными, повсюду стояли таблички «по траве не ходить». Здесь все наоборот. 274. Франция ввела политику, обязывающую крупные супермаркеты передавать непроданные, но пригодные к употреблению продукты благотворительным организациям, вместо того, чтобы выбрасывать их. Согласно этому правилу, большие продуктовые магазины не имеют права намеренно утилизировать еду, которая остается безопасной для потребления. Вместо этого ритейлеров поощряют сотрудничать с местными продовольственными банками и благотворительными фондами, чтобы продукты распределялись среди нуждающихся. Инициатива была направлена на решение 2 задач одновременно – сокращение пищевых отходов и поддержку сообществ, пользующихся программами продовольственной помощи. Хотя эта мера сама по себе не может полностью устранить проблему продовольственной нехватки, ее сторонники считают, что она показывает – как изменения в политике могут стимулировать сотрудничество бизнеса и благотворительных организаций для более рационального использования ресурсов. Как вам такой закон? 275. Ученые раскрывают тайну затопленного континента Зеландия. В своем исследовании ученые проливают свет на некоторые тайны давно исчезнувшего затопленного континента Зеландия. Это 8-й континент между Австралией и Новой Зеландией. В настоящее время Зеландия частично нанесена на карту благодаря глубоководной картографической экспедиции, возглавляемой Университетом Квинсленда в сотрудничестве с Океанским институтом Шмидта.
В основном затопленный континент включает в себя Новую Зеландию и Новую Каледонию, поднимающиеся из его глубин. На карту он был нанесен геологами только в 2014 году. Ученый Дерия Гюрер почти месяц провела в море на исследовательском судне Института океана Шмидта-Фалко, исследуя северо-западную часть континента. По ее словам, ученые еще только начинают открывать секреты древнего континента. До этого он оставался скрытым из виду, из-за чего его было трудно изучать. Зеландия представляет собой полностью погруженную континентальную платформу, которая примерно 83 миллиона лет назад просела после откола от Гондваны. Древний континент простирается на 4,9 миллиона квадратных километров. Для сравнения, это больше, чем площадь Индии. Ученые считают, что Зеландия включает в себя так называемые микроконтиненты, которые в прошлом отделились от Австралии и суперконтинента Гондваны. В настоящее время цепь островов Новой Зеландии и Новой Каледонии составляет 7% от площади этого древнего континента, остальная часть его затоплена, однако она прекрасно просматривается со спутников. 276. Большая часть жителей Земли живет в пределах данного круга. 4,2 миллиарда человек живут внутри этого круга, а 3,8 миллиарда живут за его пределами. 277. Ей было 9 лет, когда она заметила, что дети выходят из общественных туалетов, закрывая уши руками. Взрослые говорили, что это нормально, но Нора Киган решила не просто наблюдать, она решила действовать. В начальной школе в Калгари она обратила внимание на то, что взрослые игнорировали. Дети жаловались на боль в ушах после использования сушилок для рук. Она сама это чувствовала. Нора решила выяснить, почему так происходит. В 5 классе она превратила свое любопытство в настоящее исследование. С помощью родителей она получила профессиональное оборудование и разработала эксперимент. В течение 2 лет она посетила 44 туалета по всей Альберте, в библиотеках, ресторанах и школах. Она провела 880 измерений. Нора измеряла уровень шума на уровне глаз взрослого, а затем приседала, чтобы замерить его на уровне ушей ребенка. Результаты поразили всех. Многие скоростные сушилки издавали шум свыше 100 дБ на уровне ушей ребенка. Это можно сравнить с сиреной экстренных служб. Такой уровень звука запрещен даже в детских игрушках, поскольку он может повредить слух. Дети не выдумывали боль. Они находились ближе к источнику шума, а их слух более чувствителен. Производители утверждали, что все безопасно, но данные Норы говорили об обратном. Она не остановилась на измерениях. Уже в средней школе она разработала специальный фильтр для снижения шума, который уменьшил громкость более чем на 10 дБ. А затем написала научную статью. Ее первую работу сначала не приняли, но она вносила правки и исправляла ошибки. В июне 2019 года журнал «Педиатрия и здоровье ребенка» опубликовал ее исследование. Ей было всего 13 лет. Медицинский мир обратил на нее внимание. Исследователи цитировали ее работу, а производители просили о встречах. Все потому, что ребенок доверился собственным ощущениям и доказал свою правоту фактами. Нора напомнила всем нам: иногда самые тихие голоса говорят о самых серьезных проблемах. Нужно просто уметь их услышать. 278. Нога гарпии – одного из самых крупных и мощных орлов на планете. Когти достигают 12-13 сантиметров, почти как у медведя-гризли. Размах пальцев настолько большой, что птица может полностью обхватить человеческое предплечье. Сила захвата огромная. Гарпия способна ломать кости и выхватывать добычу прямо из кроны деревьев, например, обезьян или ленивцев. Особенно впечатляет задний коготь, настоящий природный кинжал. Он создан, чтобы пробивать добычу и намертво фиксировать ее сокрушительным давлением. Это настоящий хищник тропического леса, с лапами, которые выглядят так, будто остались со времен доисторических существ. 279. Перед полетом Гагарин записал 3 разных обращения к народу для 3 ситуаций. 1. Успех. 2. Космонавт приземлился и потерялся, его ищут. 3. Полет закончился катастрофой. К счастью, потребовался лишь первый вариант. Гагарин прекрасно осознавал свои риски. Вероятность катастрофы оценивалась в 25%. И ведь не испугался, полетел
и открыл для человечества космос. 280. На изображении один из крупнейших сохранившихся римских полов, сложенных из мозаики и обнаруженных во время строительства отеля в Антакье, Турция, на месте древней Антиохии. Эффект искривления был вызван землетрясениями и создает впечатление гигантского лоскутного одеяла. 281. Иногда леопард смотрит на всю эту суету внизу. Львы ходят, гиены что-то выясняют и просто уходит наверх, поднимается на дерево, устраивается на широкой ветке и свешивает лапы так, будто это его личный балкон. А если охота была удачной, еще и ужин подтянет с собой. На высоте спокойнее, никто не лезет в тарелку и не портит настроение. В общем, леопард знает простой секрет. Хочешь нормально отдохнуть, выбирай этаж повыше. 282. Знаменитых зеленых холмов больше не существует. Легендарные обои Windows сегодня выглядят вот так. Теперь там растут виноградники. Считается, что Microsoft купила это фото у Чарльза О'Риэруа примерно за $100 000. Впоследствии мужчина сожалел о том, что не заключил соглашение, основанное на выплатах за просмотры. А какие обои установлены у вас сейчас? 283. Как получить бесплатный гигрометр? Положите шишку в комнате, закрылась сыро, открылась можно жить. Если шишка закрыта, скорее всего, влажность в комнате превышает 60%. А это уже чревато появлением плесени. Когда воздух сильно влажный, семена, находящиеся между чешуйками, хуже разносятся ветром. Поэтому природа позаботилась о том, чтобы шишка раскрывалась только в сухую погоду. 284. Человек, выучивший наизусть 12 000 книг. Синдром саванта или синдром одаренности – это патологическое состояние, поражающее небольшой процент людей с нарушениями развития нервной системы, при котором люди, имея расстройство, инвалидность или черепно-мозговые травмы, обладают экстраординарными умственными способностями. Случай, прославивший савантов, произошел с Кимом Пиком, который умер в 2009 году от остановки сердца в возрасте 58 лет. История Пика вдохновила Дастина Хоффмана на создание популярного фильма «Человек дождя». Ким Пик родился с отсутствием мозолистого тела, которое соединяет правое и левое полушарие человеческого мозга. В детстве у настоящего человека-дождя диагностировали множество отклонений в развитии. Врачи предупредили родителей, что он никогда не сможет ни читать, ни говорить, ни ходить. Они рекомендовали отправить ребенка в психиатрическую больницу. Несмотря на рекомендации, родители Кима решили воспитывать его дома. Благодаря усилиям своих родителей Ким получил возможность развивать свои удивительные таланты. Мастерством Пика, несомненно, была память. Он помнил 98% из 12 000 прочитанных книг, мог читать 2 страницы одновременно, левый глаз читал левую страницу, а правый глаз – правую. Ему требовалось около 3 секунд, чтобы пролистнуть обе страницы. Знания по любому предмету были впечатляющими. Он помнил факты из 15 различных дисциплин, включая историю, географию, спорт, литературу, все почтовые индексы. Знал все карты вдоль и поперек, мог подробно объяснить, по каким улицам идти, чтобы добраться до адреса. Чудес не бывает. Пораженный мозжечок вызывает проблемы с координацией движений. Ким испытывал трудности с простыми двигательными навыками, не ходил, пока ему не исполнилось 4 года, не мог самостоятельно чистить зубы, одеваться или застегивать рубашку. 285. Удивительный винтажный детекторный затвор, 1680 год, Великобритания. Это замечательное устройство было создано британским слесарем Джоном Уилксом. Умный затвор можно было установить на дверь шкафа, в котором хранятся важные документы или ценные вещи, чтобы контролировать доступ. Работа устройства достаточно замудренная. Маленькая кнопка у ног человечка открывает замочную скважину при нажатии. Дверной засов высвобождается, когда он поднимает шляпу, и это действие в сочетании с поворотом ручки приводит к тому, что она быстро отпирается. Каждый раз, когда дверь отпирается, пронумерованный диск поворачивается, позволяя стрелке указывать, сколько раз замок был открыт.
Счетчик сбрасывается после достижения цифры 100. Для этого нужно нажать кнопку на куртке человечка. В механизме используется двойная система защиты, часто применяемая и по сей день. Использование ключа в сочетании со сложными действиями, необходимыми для обеспечения функции блокировки, создает дополнительный уровень безопасности. 286. Диорит – прочнейший минерал на Земле. Он не поддается ни щелочи, ни кислоте, отлично выдерживает влияние внешней неблагоприятной среды и времени. Из-за его долговечности его и использовали, чтобы предметы из него дошли даже до нас через 3000-5000 лет. Ученые утверждают, что это было сделано с помощью камней, палок и медных трубок 3000 лет назад до нашей эры. Тогда не знали железа и инструменты были примитивны. Может быть, нашим строителям надо выдать палки и медь, чтобы строили нормально, а то какой-то регресс. 287. Загадочная фигура в пустыне Атакама. Гигант Атакама – большой антропоморфный наземный рисунок в пустыне Атакама, Чили. Это один из почти 5000 наземных рисунков, обнаруженных в Атакаме за последние 3 десятилетия. 288. Самый большой из найденных листьев двудольного растения. Этот лист какалоба полигоносии был найден в амазонских лесах. В книге Гиннесса он считается самым большим двудольным листом в мире и достигает 2,5 метра в длину и 1,44 метра в ширину в зрелом возрасте. 289. В Дании есть улица, где каждый дом словно спрятан в зеленом кольце. Живые изгороди аккуратно обрамляют участки, превращая их в уютные островки. Круглые, овальные, почти идеальные по форме. С высоты птичьего полета все это напоминает причудливый узор или иллюстрацию к сказке. Аккуратные домики, цветущие деревья, тропинки и сады внутри зеленых рамок. Весной здесь нежная зелень и бело-розовые облака цветущих яблонь, летом густые сочные оттенки трав, осенью теплая палитра желтого и бордового, а зимой четкие линии изгородей проступают сквозь иней и снег. Пример того, как продуманная архитектура и любовь к природе могут создать настоящее маленькое чудо. 290. Почему у моряков были клеш? Не для красоты, а чтобы выжить. Брюки-клеш – символ хиппи, диско и Битлз. Верно? Но до модного подиума они прошли путь через борт корабля. Настоящий морской клеш появился в начале XIX века и был частью униформы американского флота. И придумали его не дизайнеры, а инженеры по выживанию. Все дело в форме. Широкие штанины легко снимаются прямо в воде, даже не снимая ботинок. Упали за борт, расстегнули специальный клапан, пошевелили ногами, и тяжелые мокрые брюки ушли на дно, а вы всплыли. А еще из клеша можно было сделать спасательный жилет. Завязал штанины, наловил туда воздуха, и вот тебе плавучий мешок. Кроме того, клеш был удобен, не мешал лазить по мачтам, защищал от холода за счет воздушной прослойки между тканью и телом, легко закатывался выше колен и не сковывал движение. В России клеш сначала был под запретом матросам, вставлявшим в штанины фанеру, делали выговоры. Но уже в 1917-м клеш стал символом свободы на флоте и за его пределами. Позже его полюбили стиляги и хиппи. Клеш перекочевал из портов на дискотеки, с палубы на подиум. Сегодня он снова в моде, но помните, настоящий морской клеш – это не джинсы до пола, а инженерное решение, благодаря которому тысячи моряков смогли остаться в живых. 291. Бронби Гарден-Сити в Дании – уникальный жилой район, спроектированный в форме кругов, где каждый дом окружен собственным садом. Такое архитектурное решение создает ощущение уюта и гармонии с природой. С высоты это место выглядит как геометрическое произведение искусства, символ единства и порядка. 292. Хижина Сальве – высокогорная хижина, которая находится на северо-восточном гребне горы Матерхорн на высоте 4003 метра над уровнем моря. Матерхорн расположен на границе Швейцарии и Италии. Высота вершины составляет 4478 метров над уровнем моря. 293. От него отказались все, но эта история закончилась совсем не так, как ожидали.
В июле 2025 года в зоопарке города Итакава родился маленький макака по имени Панч. Настоящий парень с характером, просто жизнь решила начать для него не с самых простых условий. Мама от него отказалась, папа участия тоже не проявил, и Панча пришлось выкармливать сотрудникам зоопарка из бутылочки. Он рос на руках у людей, привык к заботе и вниманию. Когда Панч подрос, его попробовали познакомить с другими макаками и перевести в общий вольер. Но сородичи приняли его прохладно. Маленький макака остался будто в стороне от шумной компании. Чтобы ему не было так одиноко, ему дали плюшевую игрушку, и Панч прижимал ее к себе и спал с ней так бережно, будто это самый важный друг в его жизни. Эти кадры разошлись по всему миру, и, честно говоря, невозможно было остаться равнодушным. В этом маленьком объятии было столько нежности, что сердце просто сжималось. Но хорошие новости все-таки пришли. По последним данным, Панч нашел своего первого настоящего друга среди макак. И ему уже даже аккуратно перебирали шерсть, ловили жучков, а это у приматов почти официальное признание «ты свой». Это больше, чем просто жест. Это принятие, это доверие. Это начало настоящей дружбы. История, после которой хочется верить. 294. Герой без громких заголовков, но с великим делом. Том Брейн, инженер на пенсии, посвятивший четверть века своей жизни спасению редких сортов яблонь. Благодаря его труду около 1200 исчезающих сортов получили второй шанс на жизнь. Он собирал черенки по заброшенным садам, искал забытые деревья по старым картам и восстанавливал утраченное многообразие вкусов. Том не просто сохраняет яблоки, он сохраняет память и культуру садоводов прошлого. 295. Как-то раз, рассказывал Чарли Чаплин, я ехал в нью-йоркском метро. Придя домой, обнаружил в кармане золотые часы. Ума не мог приложить, как они ко мне попали. Решил отнести их в полицию. На следующий день принесли письмо «Дорогой мистер Чаплин». Пишет вам профессиональный карманник. Вчера в метро я украл у одного господина золотые часы, но, увидев вас, решил сделать подарок и опустил их в ваш карман. Прошел год. Полиция не нашла вора, не нашла и хозяина часов, и поэтому переслала часы обратно мне. В газетах писали об этом, и вот через некоторое время я получил второе письмо. «Дорогой мистер Чаплин, год назад я ехал в метро, и у меня украли часы. Я прочел в газетах, что какой-то карманник подарил их вам. Пусть мои часы останутся у вас, мистер Чаплин. А так как я не меньший почитатель вашего необыкновенного таланта, чем вор-карманник, то посылаю к часам и золотую цепочку». 296. Птицу, которую мы называем индейкой, в английском называют turkey, турецкой. В Турции же ее называют хинди, то есть турки, как и мы, считают, что она из Индии, но в Индии ее тоже считают турецкой птицей. В арабском она греческий петух, в греческом французская птица, во французском индийская курица, а в португальском вообще перуанская. В общем, реальное место происхождения этой птицы – настоящий ребус. 297. Пещера Веревкина в Абхазии. Глубина 2212 метров. Длина 13500 метров. Открыто в 1968 году, но только в марте 2018 года российские спелеологи обнаружили в ней новые коридоры и спустились до отметки 2212 метров. Это самая глубокая известная пещера в мире, похожа на дупло в гигантском пне. 298. В Финляндии за обучение в школе родители ничего не платят, никто не берет денег ни на туалетную бумагу, ни в фонд класса, ни на ремонт. Каждому предоставляется iPad за счет государства. В планшет закачивают все учебники, поэтому детям не приходится носить тяжелые рюкзаки. В финской школе питание бесплатное, организован шведский стол, ребенку разрешено брать столько еды, сколько хочется. Есть отдельные блюда для вегетарианцев, для ребят с аллергией, без глютена, без лактозы, только хлеба около 6 сортов. 299. Молодого пересмешника нашли на земле и доставили в больницу для диких птиц. Во время осмотра выяснилось, что у него сломаны несколько пальчиков, из-за этого он почти не мог ходить и удерживаться на лапках.
В птичьем центре Флориды ему сделали специальные поддерживающие ботиночки, чтобы лапы правильно срослись. Примерно через 2 недели пальчики восстановились, и пернатого пациента перевели в большой уличный вольер. Там он заново учился держаться на ветках и тренировал полеты. 300. Археологи, работавшие в Толос-Монтелирио в Испании несколько лет назад, сделали по-настоящему поразительное открытие – тонко изготовленный кинжал, полностью выточенный из горного хрусталя. Этот уникальный артефакт был найден в древней мегалитической гробнице и сразу стал сенсацией. Создание оружия из столь хрупкого полупрозрачного материала требовало исключительного мастерства, невероятной точности и терпения. Работа с горным хрусталем значительно сложнее, чем с кремнем или даже ранними металлами. Малейшая ошибка могла привести к разрушению заготовки. Присутствие такого кинжала в захоронении высокого статуса указывает на его символическое значение. Скорее всего, это был не боевой предмет, а знак власти и престижа, возможно, принадлежавший духовному или политическому лидеру. Его кристальная чистота и безупречная форма подчеркивали особое положение владельца и могли быть связаны с представлениями о сакральной силе, свете и потустороннем мире. Этот кинжал не просто редкость. Он дает наглядное представление о высочайшем уровне художественного мастерства и сложной социальной иерархии ранних иберийских обществ, существовавших задолго до появления письменной истории. На этом я бы хотел закончить это видео с 300 невероятными фактами для сна. Ну и уже по традиции для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Идеально сохранившаяся обувь возрастом около 2300 лет. Эту пару нашли на одном из болотных тел в Дании. В результате длительного пребывания в торфе на болотных телах сохранились кожаные элементы одежды и обуви, а на некоторых лицах можно разглядеть морщинки и щетину. Почему это поражает? Технология One Piece. Туфли вырезаны из одного цельного куска телячьей кожи. Никаких швов на подошве, которые могли бы натирать или рваться. Сложная перфорация, сетчатый узор – это не просто украшение. Такая вентиляция позволяла обуви плотно облегать ногу, работая как современный эластичный кроссовок. Мастерство шнуровки. Кожаные ремешки переплетаются так, чтобы надежно фиксировать ступню. Это была статусная и очень удобная вещь для своего времени. Как они сохранились? Секрет в торфяных болотах. Особая кислая среда и отсутствие кислорода законсервировали кожу, превратив ее в подобие дубленой, что позволило нам сегодня увидеть даже мельчайшие разрезы, сделанные древним мастером. Вот такими у нас получились 300 невероятных фактов для сна. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.